Всем привет! Сегодня у нас расклад «Что найдет тебя, когда ты будешь готова». И давайте в долгий ящик, я думаю, откладывать не будем. Сразу начнем расклад. Итак, единички. Первый вопрос у нас, что именно это то, что ждет тебя? Знаешь, тут и так ясно. Это мужик, который вломится в твою дверь. Когда ты только вот перестанешь занавески свои дергать и выглядывать, а где он? А дайте мне его адрес. Он уже здесь. Он просто ждет твоего сигнала, чтобы выйти из-за кулис. И это, знаешь, это не вот этот вот мальчишка с соплями, да, и не маменькин сынок, а взрослый мужчина, который знает, чего хочет. Он свой. Он земной, да, но с огоньком. Такой, который тебя вот не будет на поводке держать. Ну и на шею, конечно же, не сядет. И знаешь, что главное? Он придет не просто про погоду поговорить. Нет, он принесет с собой вот эту стабильность, о которой ты даже вот боишься сейчас мечтать. Дом, в котором ты наконец-то, как говорится, выдохнешь. Отношения без драм. Ты вот перестанешь метаться вот между вот этим вот «все пропало, мы все умрем» и вот этим «авось пронесет». И это будет долгожданный праздник, знаешь, после года работы без выходных. Это не розовые сопли, ни в коем случае. Нет, это фундамент крепкий, где можно строить настоящие отношения. Но ключик от этого счастья не у него в кармане, у тебя. И ты должна быть готова перестать за собой таскать чемодан старых обид на бывших, да, и двери открыть без оглядки. Почему именно сейчас? А сейчас, ты знаешь, устала. Но ты уже понимаешь, что нужно, как сказать, бить в точку точнее. Все дело в том, что ты вот наконец-то начала разбираться со своими тараканами, прорабатывать их, вместо того, чтобы, как говорится, поглубже в шкаф запихивать. И ты больше не орешь на каждого встречного, поперечного, кто там косо на тебя посмотрел. И не плачешь в подушку из-за каждой ерунды. То есть внутри у тебя стержень появился, который не дает развалиться тебе на куски при первом же вот этом пинке. Знаешь, есть проблемы, есть загвоздки. Ты до сих пор стоишь на этом перекрестке и боишься выбор сделать. Голова одно говорит, сердце другое, а жопа вообще замерла, как вкопанная. Понимаешь, ты сейчас, как сказать, вот если эфемерно говорить, чемодан для поездки, для путешествия ты собрала, но выйти из дома боишься. В голове у тебя «а вдруг заблужусь, а вдруг там хуже?» И вот это вот «а вдруг» оно держит тебя в этой петле. Но сейчас ты уже близко к тому, чтобы понять, вот, что страшно всегда будет, независимо от ни от чего. Просто надо перестать ждать вот этого эфемерного идеального момента и уже начать двигаться, даже если коленочки дрожат. Силы ты собрала, а волосы на голове научилась не рвать. Теперь осталось только шаг сделать. Что должно произойти внутри тебя, чтобы вот это все нашло тебя? Но знаешь, тебе нужно все похоронить, что ты тащила за собой постоянно до этого момента. Вот эти бесконечные мысли о прошлом, о бывших, там вот это особенно. Почему он меня бросил? И у тебя из-за того, что он тебя там бросил, в голове сразу «я, наверное, недостаточно хороша». Это, знаешь, не просто там убрать в дальний ящик эти мысли, да, а нужно закопать его.
Прям на глубине 2 метров и солью засыпать. Пока ты цепляешься за вот эти старые раны, да, как за оправдание своей осторожности, новое к тебе не пробиться. Оно не пробьется никак через стену. Понимаешь? Ты вот та самая змеюка, которой давно уже сбросить кожу нужно, потому что, ну, старая уже не растет, тебе в ней душно, она душит, дышать мешает. Но ты этого не делаешь. Вот надо. Больно будет, да, ты почувствуешь себя голый, беззащитный, но как только ты вот освободишь место для чего-то настоящего, тогда только это настоящее придет. Понимаешь? А тут больше говорить нечего. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Так что именно это? А тут прям вот даже трактовать не нужно. И это то, о чем ты тайно мечтаешь. Вот когда там одна чай пьешь, да? И это бы речь про ребенка. Не про вот это эфемерное материнское предназначение и прочие красивые слова, а конкретно твое дитё, которое уже стучится в дверь, но ты пока не пускаешь, потому что твой мозг страхами забит. Но по картам это будет, ну, не тяжелая обуза, нет, это будет вот взрыв радости, которого ты даже не ожидаешь. Ты перестанешь, вот, как сказать, думать о том, что как все должно быть идеально. И просто прыгнешь в эту новую жизнь с криками «Йо-хо-хо» и бутылка рома. Никаких планов на 5 лет вперед, а просто вот кайф от каждого дня. И это не про то, что ты должна срочно рожать, да, а про то, что когда ты внутренне расслабишься и разрешишь себе быть счастливой без условий, то, как говорится, бац, и вот оно. И ребенок тут не случайный подарок судьбы. Нет, это закономерный финал твоей личной эволюции. И ты уже готова перестать быть вот этим контролирующим человеком и готова позволить жизни тебя удивить. А тут трактовать даже не нужно было. Почему именно сейчас это все приближается? Ну, знаешь, потому что ты перестала метаться между «хочу» и «надо». Раньше или ты в облаках витала, строя планы, как мир покорить, либо утыкалась в быт, как крот в свою нору. А сейчас вот эти две части тебя, мечтательница и хозяйка, они начали разговаривать друг с другом. Ты больше не кричишь «я горы сверну» и так далее, а спокойно берешь и делаешь маленькие шаги к цели. И не рвешь волосы, если что-то не по твоему плану идет. Ты уже не боишься деньги тратить на себя, не оправдываешься за каждый часик отдыха. И перестала сравнивать свою жизнь со всякими там соцсетями, этими, как сказать, фотографиями в соцсетях. Это и есть взросление. Не в паспорте, а в голове. То есть ты стала землей, куда можно семена посеять, а не плитой бетонной, где ничего не растет. И это не просто позитивное изменение, нет, это фундамент, который ты строила все это время, даже когда тебе казалось, что там все впустую. И вот эти кирпичики, они скоро в дом превратятся, где будет место и тебе, и твоим мечтам, понимаешь? Что должно произойти внутри тебя, чтобы это наконец-то тебя нашло? Ну, знаешь, доверие. То есть тебе надо сдать экзамен на доверие. Не людям, нет, вселенной. Пока ты как белка в колесе бегаешь, крутишься, суетишься, пытаешься там управлять каждой пиздюлинкой в своей жизни. Блин, я сказал слово плохое. Ну, не обращай внимания, это тебе показалось. Но карты тут показывают, что пора отпустить вот эти поводья.
Не в смысле там лечь и ждать у моря погоды, а перестать воевать с ветром, как Дон Кихот с этими мельницами. Понимаешь? Ты готова. И сейчас можно просто вот вдохнуть полной грудью и шагнуть в это, потому что сейчас именно тот момент, когда тебя подхватывает вот эта волна удачи. Но для этого нужно из головы мысли выкинуть, что ты там умнее жизни. Хватит думать там, правильный ли это шанс, или там сейчас или не сейчас. Колесо фортуны крутиться начало. Надо не убегать, а запрыгивать в первый вагон. И да, страшно, конечно, будет, но ты же у меня не трусишка, ты упрямая жопа, которая всегда своего добивается. Просто на этот раз придется действовать не по плану, а вот по зову сердца. И как только ты решишься, все начнет складываться само. Тут даже, мне кажется, второй вариант не нужно было трактовать, тут и так все понятно. Давайте перейдем к третьему варианту. У троечек вообще все интересно. Троечки, первый вопрос, что именно это то, что придет, когда ты будешь готова. Ну, знаешь, эта штука, это полный крах твоих вот сейчасшних иллюзий. Сейчасшних есть такое слово, оно на кураптоновском языке. И знаешь, не то, чтобы тебе там пряники с неба посыпятся, да, или принц на белом Мерседесе примчится. Нет. Это момент будет, когда ты реально устанешь ныть над тем, что ты потерял 5 лет назад. А посмотришь на это все сверху. Как будто вот тебя за ноги подвесили, да, и мозги наконец-то стекут в нужную сторону. И ты просто поймешь, что плакала над пустыми стаканами. А рядом полная бутылка стояла. Понимаешь? Это, вот знаешь, у тебя комната, образно говоря, да, заклеена фотографиями бывших, старыми чеками, старыми этими. Факт старыми. И вот оно, это момент, когда ты освободишься от этого всего старого для чего-то нового. Но пока ты не готова, ты будешь, знаешь, вот сидеть немножко в луже из разлитого вина, да, причитая, что там жизнь вся против тебя. Почему именно сейчас приближается это? Потому что ты перестала халявы ждать и начала реально пахать. Вот эти твои подработки, курсы, попытки порядок навести в деньгах, это все было не зря. Понимаешь, ты как слесарь-гинеколог, который каждый день... Ой, слесарь-гинеколог? Слесарь-сантехник. Это просто мы с одним человеком общались, и он что-то сказал, у меня застряло в голове слесарь-гинеколог. Вот ты слесарь-сантехник, да, который вот постоянно что-то подкручивает гайки, да, и вот сейчас докрутилось, механизм начал хоть как-то шевелиться. Не то чтобы там стало сразу ты крутым специалистом, миллиардером, но вот это твое упорство, это как лошадь, которая телегу тащит в гору. Шажочек за шажочком, не останавливаясь, потихонечку, но идет. И вот это начало приносить первые крохотуличные результаты. Понимаешь, у тебя перестало вот это в голове «хочу все и сразу и везде». И ты научилась стабильно делать хоть что-то полезное каждый день, потому что смотрела и выполняла, что я тебе говорил из прошлых раскладов, а не просто сидела и, как говорится, на уши. В одно ухо вылетел, в другое вылетел. И у тебя тут не геройства нет, у тебя обычная взрослая ответственность наступила, которая принесет свои плоды.
Денег на ветер в надежде, что они там волшебным образом размножатся, ты уже не кидаешь, копишь. Не ждешь, что кто-то придет сделать тебе жизнь красивую, а сама уже учишься свою жизнь выстраивать так, как тебе это нужно. И это не какой-то грандиозный прорыв, это просто твоя уже привычка выработавшаяся, не сдаваться, как говорится, на третьем шаге. Ты же у меня из проживания не сбежала. Что должно произойти внутри тебя, чтобы это нашло тебя? Знаешь, немножко вести себя как капризный ребенок прекрати. Понимаешь? Вот ты сидишь, смотришь в свою там чашку, а там не шампанское, а обычный компот. И ты уже готова швырнуть эту чашку в стену. Ты игнорируешь все, что тебе жизнь предлагает, потому что это не идеально, это не как в соцсетях, или «да, это я 100 раз видел». Но королевой ты когда станешь? Когда научишься пить вот этот самый компот, чувствую каждый глоточек, а не рыдать, что тебе налили не шампанское. Этот внутренний фильтр нужно выкинуть. А он у тебя шепчет: это не то, это не так, это не твое, это недостаточно круто. Вот начни замечать подарочки маленькие от жизни. Там комплимент мужика-коллеги. Там парковочное место нашла вкусное, да? Бутерброд вкусный. Вот перестань ждать, что кто-то придет и наполнит твою жизнь смыслом до краев, как будто ты пустая банка из-под огурцов. Ты же не банка из-под огурцов, и даже не из помидоров. Достань эмоции свои из чулана и разреши себе чувствовать без вечной оглядки на вот это вот «а что подумают люди?». Вот тогда это что-то, оно и валится в твою жизнь. Когда ты перестанешь морщиться от всего, что не упаковано в золотую там фольгу. И всегда помни, что я с тобой рядом.